Всем привет! Сегодня у нас, такое особое исследование. Погружаемся в мир обложек для Dendy. Тех самых из 90-х. Помните, когда картинка на картридже часто вообще не имела отношения к игре. Вот взяли за основу материал обложки Dendy, безумие и несостыковки. И хотим разобраться, что это было за, творчество такое. Давайте сразу с примера. Вот, утиной истории. Ждешь там Скруджа Макдака, знаете. Ага, в цилиндре с деньгами. Именно. А на обложке просто какая-то утка. Реально, как клипарт, дешевый. Вообще не Скрудж. О, да. Это ж прям классика. Очень хорошо показывает подход. Типа, платишь за картридж с уткой, получаешь утку на обложке. А что за утка? Похожа ли она? Это, вообще никого не волновало. Лицензия, узнаваемость? Нет, не слышали. Главное, чтобы слово «утка» как-то ассоциировалось. Точно. Чистая экономия. Или вот еще круче. «Черный плащ 2». Тут обложка, кстати, на удивление приличная. Сам черный плащ похож. Еще какие-то персонажи. Вроде Луис с пистолетом там. Крокодил какой-то. Да, выглядит правдоподобно, согласна. Создает иллюзию, что это вот прям продолжение. Ага. До первого включения. Вот-вот. А внутри бац и хак игры супер-контра. Просто модельку героя перерисовали. Это уже, я бы сказала, настоящее такое картриджное предательство. Хотя. Это тоже классика пиратства. Взять известный движок, натянуть сверху, так сказать, знакомую шкурку — эдакий стандарт подпольного геймдева того времени. И такого стандарта было просто море. В источнике там полно примеров. Марио, например. Официально же было 3 части Super Mario Bros. На NES. Да. А у пиратов чего только не было. И 10-я, и 12-я, и 13-я часть. Запускаешь, скажем, Super Mario Bros. 13, а там... это вообще... Хак японской игры Sayuki World 2. Там, значит, тело самурая, а голова Марио прилеплена. Да, вершина, так сказать, изобретательности. Или наглости, скорее. Смешать совершенно разное, приписать громкое имя с большой цифрой и вуаля, готово. А почему Марио, понятно, самый известный же? Конечно. Гарантия внимания. Даже если результат, полный абсурд. И эта фишка лепить узнаваемых персонажей куда попало, она ж не только с Марио работала. Вот игра Neon Case, ее еще Rockin' Cat называли. Там кот главный герой с такой перчаткой боксерской. Ага, помню, на пружине такая. Да. А на обложке что? Сборная солянка. Кот Том из Тома и Джерри, что уже странно. Тасманский дьявол. Сильвестр. Твитти. Вообще все подряд. Какое они отношение имеют к коту-боксеру? Да абсолютно никакого. Логика, видимо, была еще проще. Нужны мультяшки. Кто популярен? Вот эти. Значит, лепим всех вместе. Художник, скорее всего, игру и не видел никогда. Просто ставка на визуальный шум и знакомые лица. И путаница с этими котами — это отдельная песня. И игра Том и Джерри. Казалось бы, тут-то что путать. Том, Джерри — все ясно. Ага, должно быть просто. Но нет. На обложке опять Сильвестр из Луни Тунс. Такое чувство, что для пиратов вообще все коты были, на одно лицо. Похоже на то. Или просто у дизайнера был набор картинок с котами, и вот Сильвестр показался достаточно подходящим. Удивительная небрежность, конечно. Просто норма. И, наверное, мой личный фаворит по несостыковкам из источника. Чип и Дейл 3. Третьей части же не было официально? Никогда. Не было, да. Но пираты ее сделали. А внутри хак-шутера Heavy Burial. Знаете, где такие команды с брутальные бегают? Да, аркада такая. Вот. Только там вместо командос были голые бурундуки с автоматами. Серьезно, голые. О, Господи. Голые бурундуки. Да. А обложка — это просто апофеоз безумия. Мышонок Файвел из «Американского хвоста», какой-то медведь рядом, вертолеты летят, взрывы. Какая связь с Чипом, Дейлом, Heavy Burial или Файвелом? Никакой. Вообще никакой. Это действительно шедевр абсурда. Тут прекрасно просто все.
Несуществующая часть, хак совершенно левой игры, обложка из случайных картинок. Если бы была премия «Сломай мозг игроку», этот картридж точно бы победил. При сломанной логика, как метко сказано в источнике. И ведь это, как там пишут, только верхушка айсберга. Первая половина безумия. Представляете, сколько там еще такого? Да уж, эпоха была богатая на сюрпризы. Там же и упоминаются и другие перлы. Марио без усов, например. Игра по маске, где на обложке пес Майло почему-то. Какая-то фейковая Castlevania. О, и Mortal Kombat с Ван Даммом на картинке. Легендарно. Точно. Так что тем для будущих разборов еще хватает. Да, материала много. Что ж, наверное, на сегодня наше такое краткое погружение в мир этих удивительных обложек Денди можно завершать. Надеюсь, слушателям было, как минимум, не скучно. И познавательно. Спасибо, что были с нами. Да, спасибо. Подписывайтесь, друзья, чтобы не пропускать наши вот такие экскурсы в прошлое. Пусть ни один пиратский Марио или вот этот файвел на обложке несуществующей игры не пройдет мимо вашей памяти. До новых встреч. Всего доброго.